this self-realization path, we may get a lot of mistakes. Во-первых, когда мы встаем на путь самореализации, мы можем сделать много ошибок. Because not only our higher nature develops itself, but our lower nature too. Потому что мы развиваем не только нашу высшую природу, но и наше низшее «я» тоже развивается. So Blavatsky warns us that there are instructions for those ignorant of the dangers of the lower Izis, or the development of the qualities of matter itself. Так что поэтому Елена Петровна предупреждает нас о том, что есть некие наставления для тех, кому неведомы опасности развития вот этой низшей стороны нас. And one thing that is very obvious when we learn a little bit, it's very easy to be very proud. И один пример это вот, когда мы уже что-то узнали, очень легко возгордиться. So the lower nature also reacts towards some higher development. Так что наша низшая природа тоже реагирует на какое-то более высокое развитие. So we must know, well, saying in a simplified way, we must know the rules of the game. Так что, упрощенно выражаясь, нам надо узнать правила игры. Like there are instructions in the spiritual path, and you better know them. Поэтому сказано, что есть некие наставления, связанные с духовным путем, и нам лучше бы о них знать. And the second aphorism will talk exactly to what is needed. И во втором афоризме конкретно сказано, что же необходимо. That is concentration, dharana. А это сосредоточение, дхарана. If you want to hear the voice of the silence, the voice of nada, and understand it, you must learn the nature of dharana. Если мы хотим услышать голос нады и его понять, то нам необходимо постичь сущность дхараны. Because here and there, something drops, and we get some perception from the higher planes. Потому что время от времени происходит так, что возникает некий импульс, и мы познаем что-то благодаря связи с Высшим Я. But to understand it is it's different than just to get perception. Но просто воспринять что-то и понять это, между этим есть большая разница. And the third aphorism is getting us exactly to this point of rubedo. И третий афоризм подводит нас именно к уровню рубеду. Read the third, no, read. Достигнув равнодушия к объектам восприятия, ученик должен найти царя чувств, творца мысли, того, который зарождает иллюзии. So, there is this being indifferent to the objects of perception. Так что есть необходимость в равнодушии к объектам восприятия. Are we to become cold? Должны ли мы стать холодными? Maybe not. Может быть, нет. But what affects us? Но что же влияет на нас? What is related to us? То, что к нам относится. So, someone said something nasty about me. Например, кто-то сказал что-то очень неприятное в отношении меня. I get very upset.
Я очень расстраиваюсь, because it's me. потому что это про меня. And if something is said about someone I don't know, I don't care. Потому что если кто-то что-то скажет о неизвестном мне человеке, то меня это не волнует. So this becoming indifferent to objects of perception involves a certain distance we should get from our personal eye. Поэтому для того, чтобы достигнуть равнодушия к объектам восприятия, нам необходимо в некоторой степени отделиться и отдалиться от нашей собственной личности. Because the I is the biggest problem. Потому что это я, это и есть самая большая проблема. We can say, oh, that's easier to talk than to do. Okay. И мы можем сказать, что это легче сказать, чем сделать. Ну да, на самом деле так. But when we start looking around and seeing that other people have this, well, they have also problems, they are also striving, they are also fighting for life, then you see, I'm just one among this humanity that is fighting for light. Но когда мы оборачиваемся по сторонам, смотрим, видим, что вокруг нас такие же люди, которые тоже испытывают сложности, ищут свет в своей жизни и так далее, то мы понимаем, что мы просто часть общего целого, часть человечества, которые борются за счастье. If you put yourself in the middle of humanity, then what happens to you is less important. Then it doesn't affect you so much. И когда мы рассматриваем себя именно как часть человечества, тогда то, что относится к нам, уже не так сильно на нас влияет и не так важно для нас. And also this way of Bhakti Sutra is the way of getting happiness inside yourself. К тому же путь Бхакти связан с приобретением счастья, которое внутри нас. People don't like you, well, it's their problem. Если кто-то вас не любит, кому-то вы не нравитесь, это их проблема. Then you get, of course it will not happen tomorrow morning. Of course it's a process of getting distance to yourself and becoming indifferent to things that happen to yourself. Конечно, этого нельзя достичь очень быстро, но это связано с неким отстранением от себя, и таким образом то, что раньше на нас влияло сильно, уже перестает на нас так сильно воздействовать. And that is also referred in the Yoga Sutras as vairagya. И в йога-сутрах об этом также говорится как о вайраджи. The voice of the silence doesn't say vairaga, it says viraga. It's another, one is Pali, the other is Sanskrit, but they mean just the same thing. В голосе безмолвия сказано вирага. Одно слово из Пали, другое из санскрита, но они означают одно и то же. In the Yoga Sutras and also in the Viveka-Chudamani, it says that the pillars of self-development is discernment, Viveka, and Vairagya. This detachment, this becoming indifferent to the objects of perception. И в Вивека-Чудамани и в Йога-сутрах сказано, что колоннами, столпами саморазвития является развлечение и вайраджия, то есть отстраненность, беспристрастность. And for me, it's from the Bhakti point of view,
it's very clear that this doesn't mean to become cold at all. И вот для меня совершенно понятно, что если смотреть на это с точки зрения пути бхакти, то это совершенно не означает, что надо стать холодным человеком. But it does mean not bothering about things. Но это в то же время означает, что мы не слишком беспокоимся о внешних вещах. So you get a distance from yourself. Мы как бы отдаляемся от самого себя, от своей личности. The self in the voice of the silence is called the great heresy of separateness. Личность называется в голос безмолвия великой ересью отделенности. So the heresy of feeling that we are apart from each other and only what matters to us is important. Ересь это в том, что мы чувствуем себя отделенными от других и полагаем, что только то, что связано с нами самими, имеет значение. So it also means that getting to this point of, if not completely, a certain indifference to the objects of perception, the people must seek the Raja of the senses, the one who awakes illusion. И вот для этого необходимо все-таки достичь некой отстраненности, если не полной, конечно. И сказано, что ученик должен найти царя чувств, творца мысли, который зарождает иллюзии. And for you to be able to deal with it, you must, it's like a vaccination, you must be infected to be able to overcome it completely. И вот этот процесс похож на прививку. Чтобы суметь этого достичь, мы сначала должны немного этим заразиться. Today I was listening to a saying. Someone said that people that have very difficult situations get abilities, get powers that others that have not passed through very difficult situations cannot get. Сегодня я вот слышал такую мысль, что люди, которые проходят через очень сложные опыты в жизни, переживают их, приобретают силы и способности, которые нет у других людей, которые не проживают такие ситуации. Because you must go to the very center of the thing to be able to overcome it completely. Мы должны дойти до самого центра проблемы, чтобы суметь полностью ее преодолеть. And going back to alchemy, that's where the seeds are burned. И возвращаясь к алхимии, это именно тот момент, где сгорают эти семена. And rubro means red, fire, where the things are burned. И рубио означает красный цвет, то есть тот момент, когда сгорают эти семена. And finally, the mind is the great slayer of the real, because it is through our working in this mind level, feeling separate from each other, that we lose the perception of the unity of life. И, наконец, сказано, что ум есть великий убийца реального, потому что вот эта иллюзия отделенности находится именно на уровне ума, когда мы теряем понимание того, что мы часть единой жизни. Well, then you go to the next one. И следующий афоризм 46 говорит так: кто пересекает океан самсары, этот мир, созданный иллюзиями майи. Тот, кто избавляется от привязанности к объектам чувств и мирских желаний, кто посвящает себя служению святым личностям, кто благодаря этому избавляется от эгоизма, от чувства «я» и «моё». And we can see that everything that I was saying about the voice of the silence is in this aphorism.
И можно видеть, что все, что я рассказывал из вот этих цитат из «Голос безмолвия», упомянуто вот в этом высказывании. Talks about giving up attachment to worldly objects. Здесь сказано и об устранении привязанности к объектам чувств. It talks about becoming selfless, becoming free from the I or the my. Сказано, что нужно стать неэгоистичным и освободиться от чувства «я» и «моё». And also gives a third option. А также дает и третий пункт. He who serves faithfully the great ones. Тот освобождается, кто посвящает себя служению великим личностям. And for me it is very meaningful that, because I'm not up there yet. И для меня это имеет очень большое значение, потому что я понимаю, что я еще не достигла какого-то высокого уровня. But I can serve faithfully the great ones. Но я могу посвятить себя преданному служению великим. And of course, I already said all this. Then we go back to the voice of the silence. И мы снова возвращаемся к голосу безмолвия. That brings us to our level. И здесь уже говорится о нашем уровне развития. Maybe we will not get completely free from attachment tomorrow morning. Maybe we will not get free from the I sense tomorrow morning. But there is something to be done. Может быть, мы не сможем завтра утром полностью освободиться от всех привязанностей и от иллюзии «я», но есть что-то, что можно сделать. No? Really? Yes. Поведай ему, стремящийся, что тот, кто сумел усмирить свою гордость и себялюбие благоговения ради, кто, оставаясь привязанным к существованию, все же приносит терпение свое и покорность закону, как сладостный цветок к стопам Шакхя-Дхуппа, тот уже в этой жизни становится Сардапатти. Ситхи совершенства могут все еще мерцать для него вдали, но первый шаг совершен. Он вступил в поток, и очи его могут обрести зоркость горного орла, а слух – чуткость пугливой лани. So, devotion is really an option for us. Получается, что преданность – это на самом деле выбор, который нам подходит. Not completely free from the clingings of existence. Мы не вполне еще свободны от привязанности к существованию, but trying to see life from the bodhisattva point of view. но мы пытаемся смотреть на жизнь с точки зрения бодхисаттвы. Knowing that we have to be good students to be able to help others. Знаю, что нам необходимо быть хорошими учениками, чтобы смочь помочь другим. And what we may be able to help others, and what we may be able to learn ourselves may be limited, but we place ourselves at the service of humanity. И как наше познание, так и способность помочь другим могут быть очень ограниченными, но тем не менее мы передаем себя на служение человечеству. We may not get powers, become clairvoyant tomorrow morning. Конечно, завтра с утра мы не превратим какие-то сверхнормальные силы, ясновидение. But there is something to be done. Но кое-что мы можем сделать. Serve the great ones in your level. Необходимо служить, мы можем служить великим на нашем уровне. Следующий афоризм. Поведаю ему о ищущей, что истинная преданность может
вернуть знания, принадлежащие ему в прежних рождениях. Зрение и слух дев не приобретаются в течение одной короткой жизни. Because we are not in the first life. Maybe it was not downloaded to the personality everything we have developed in previous lives. Потому что это же не первая наша жизнь, и все, что мы узнали, и все, что мы освоили в прежних жизнях, не могло передаться нашей одной этой личности. But the Blavatsky says very clearly, the true devotion may bring back the knowledge of form of birth. Но Елена Петровна говорит очень ясно, что истинная преданность может принести нам знание, которое было у нас в прежних рождениях. And for me, this is very much download from the higher being to the personality, abilities that are already there, but sometimes not downloaded. Для меня это очень похоже на процесс скачивания чего-то из интернета. Мы из нашего высшего я скачиваем способности и знания, которые уже там, но пока еще нам недоступны. Well, then there is 48 and 49. Следующие два афоризма. Тот, кто отвергает плоды своих дел, кто посвящает все деяния Богу и тем самым освобождается от воздействия пар противоположностей. Такой преданный не только сам освобождается от земной жизни, но и помогает другим сделать тоже, побуждая и вдохновляя в них любовь к Богу. Because every true knowledge we have, even small, enables us to help others with that significant small knowledge we got. Потому что любое истинное знание, которое мы приобретаем, помогает нам, позволяет нам помочь другим, используя это знание. And you say, but if someone is in the pratyeka path, not wanting to help others. Но мы можем сказать, вот кто-то может идти по пути пратика Будды, не желая помогать другим. Even though if he raises himself, the whole humanity raises a little bit. И можно сказать, что даже если он поднимет собственный уровень эволюции, то вместе с ним, благодаря этому, и все человечество немного поднимется. Because all our development depends very much on karma and viveka. Потому что наше развитие очень сильно зависит от кармы и вивеки. Karma in a way that we will not get free until we pay our debts. От кармы в том смысле, что мы не сможем освободиться, пока не выплатим наши долги. So we must take it easy when paying our debts. What do you take it easy? Oh, not like the song of the Buddha, the boy chapter. Нам надо не очень сильно как-то переживать о чем-то, пока мы не справимся и не выплатим наши долги. But also discernment. Но также необходимо развлечение. That enables us to distinguish what is what. С помощью чего мы можем определять, что есть что. So, as far as I understand, Поэтому, насколько я понимаю, everything we have to do is to start все, что нужно нам сделать, это начать. and persevere in our efforts. И продолжать прикладывать усилия. So, I would like you to read this. Поэтому каждому стремящемуся возможно культивировать любовь к Богу в высшей степени и достичь той самодостаточности и тому умиротворения, которое является частью этой высшей любви. Той любви, которую невозможно найти в изменяющемся мире. And that is the bhakti path. И это и есть путь бхакти. Cultivate
this love towards higher energies, Нужно культивировать нашу любовь к более высоким энергиям. Getting this happiness from your own heart, И находить наше счастье в нашем собственном сердце. that will get you to a peaceful state, Благодаря чему мы сможем прийти в более умиротворенное состояние. and as far as I understood, especially from the Mahatma letters, getting to this peaceful state of mind is the purpose of meditation. Насколько я смогла понять из писем Махатмы, приобретение этого умиротворенного состояния ума – это цель медитации. And this allows us to be somehow self-sufficient. И благодаря этому мы можем стать самодостаточными, Independent, независимыми and filled with this bliss coming from the Buddha nature. и наполниться тем блаженством, которое приходит к нам от нашей природы Будхи. That is self-realization through love. Это и есть самореализация через любовь. Maybe we will not go through the whole path this incarnation, Может быть, в этом рождении нам не удастся пройти этот путь целиком, but it's worthwhile starting and getting more and more and more and more in contact with your divine nature. но стоит этот путь начать и все больше и больше соприкасаться с нашей божественной природой. Thank you very much. Большое спасибо. That was a long talk. Друзья, у кого-нибудь вопросы есть? Вопросы.